Всем привет! Вы на канале Новый Я, а я сегодня хочу рассказать о моем хобби. Я нумизмат. Давным-давно собираю разные монеты. У меня их много. Есть у меня вот такие монеты. Есть у меня вот такие монеты, очень интересные. Серебряные. Вот. Есть у меня вот такие монеты. И я этим хобби почему хочу поделиться, а заодно и рассказать вам. Потому что на сегодняшний день казалось, что это не такое уж плохое дело коллекционировать монеты. Потому что за эти 2 года цена монет, ну, по крайней мере, цена монет вот этих, которые я вам показал, да, вот у меня есть серебро СССР, те, которые вот в верхнем регистре, которые написано 3 рубля, они на сегодняшний день стоят почти по 10 тысяч. Вот эти, что поменьше, я их покупал по 800 рублей. Ну, вернее, когда они мне достались, ценник на них был 800 рублей. На сегодняшний день вот эти монеты стоят уже под 2000. Чуть ниже которой было 1500, сейчас 3,5. Вот такое у меня интересное хобби. И это интересное хобби, ну, я как бы вот много тут смотрю, много мы говорим про бизнес. Вот. И я сегодня, говоря про бизнес, хочу поделиться вот таким хобби, которое у меня есть. Ну, а заодно и рассказать вас, ну, а может даже и заинтересовать вас в том, что можно, конечно, вкладывать деньги там, в какие-то паи, акции, да, там, в биржевые махинации, я люблю их так называть. Вот. А можно во что-то, что не теряет ценности, ну, веками. Допустим, говорю, что не знаю, как бы вам так красивее все это разложить. Вот, допустим, на сегодняшний день я думаю, что вот такой олимпийский рубль был у многих людей в СССР, так сказать, отложенный в кошельке в сторонку, и многие их помнят, да? А вот, например, вот такой Гагарин еще был, да, тоже у многих. А вот, например, Терешковый, думаю, что не было ни у кого, как и Ленина в лучах или вот дружбы народов. Это были достаточно редкие. Ну, у них потому что очень маленький тираж. Зато вот, думаю, вот такая голова Ленина встречается до сих пор где угодно. Вот. И вот такой Ленин с рукой, да, там вот 50 копеек и рубль тоже встречается у многих. Итак, я же хотел бы сегодня поговорить о том, ну, о ценности. Вот ценность того, что я не поленился и собрал все, что можно было собрать из СССР. Как я уже показывал, вот такие монеты, они делались в разных чеканах. То есть вот это вот простой чекан, который встречается у каждого человека там в кошельке. А вот то, что вы видели у меня в картине на стене, это не это пруф чекан, вот внизу тоже. Это такая особый вид чеканки, он сделан специально для тех людей, кто собирает. Ну, естественно, ценность там у них тоже не одинаковая. Хотя я вам скажу, что ценность монеты это вообще отдельный разговор. На сегодняшний день, ну, мне вот удалось собрать
так сказать, эту коллекцию даже не один раз, а несколько раз. Несколько раз в том смысле, что к этим монетам, ну, во-первых, я собрал оба чекана монет. Во-вторых, у меня есть как бы все, что было выпущено нашими монетными дворами. У меня даже есть такие вещи, как, ну, это особые вещи, да, как, скажем, значит, сейчас я попробую показать, поправить. Так, вот такие монеты, которые являются с ошибками монетных дворов. Вот. Ну вот самая известная из них, допустим, вот эта вот монета, она самая известная, называется Международный год мира, где буква L не такая, как у всех была. Буква L здесь, ну вот, шалашка. Отсюда и название, там, рубль шалаш. Вот. Также, вот, ну, увлекшись, когда этим всем, я, так сказать, собрал и российские, у меня есть монеты, так сказать, ну вот, молодой России, памятные юбилейные монеты молодой России, они тоже, ну, кстати, довольно сейчас дорого стоят. Тогда, когда я их получал, они стоили до 1000 рублей. Сейчас, ну, большинство из них стоит больше 1500-3000 рублей. Ну, за исключением некоторых. Вот это вообще гордость коллекции. Это период ГКЧП. Но тогда все еще выпускались монеты. И вот, кстати говоря, вот это еще при Ельцине выпущено, а следующие они уже вот с орлом, юбилейные монетки. Так называемая серия монет «Красная книга», она выпускалась с 91 по 94 годы. Вот. На сегодняшний день стоит денег, ну там в плохом состоянии, если вам удастся найти за 15 тысяч рублей, то это будет красота. Вообще они уже под двадцатку. Причем сейчас, ну, такие монеты вообще не продают, это редкости. Вот. Ну вот у меня почти вся серия памятных монет, посвященных событиям Великой Отечественной войны 41-45 года. Тоже недешевая коллекция. Очень недешевая коллекция. Вот. Но это не все. Это, так сказать, вложения денег были у меня в определенный период моей жизни. Вот. Я, естественно, собрал и современные монеты. У меня есть вот современные монеты уже России. Вот такие вот, скажем так, посвященные там вот Олимпиаде. Я думаю, что не каждый такие монеты видел. Вот такие вам, наверное, попадались в кошельке монеты по 25 рублей. А вот такие цветные, ну, это отдельная история. Вот, я все-таки сумел ее набрать. У меня есть вот такие. То есть у меня все есть монеты, которые были выпущены к Олимпиаде в Сочи. Также есть и цветные. Дальше начался футбол. У меня есть и футбол выпущенный. Есть и цветные футбол. Вот эту я еще пока не нашел. Это официальная эмблема была выпущена очень маленьким тиражом. Стоит порядка 2000. Ну, я еще пока как-то до нее не добрался. А вот забивак у меня есть. И цветной есть забивак. Также у меня есть памятные эти купюры, которые были выпущены. Они у меня постоянно двигаются туда-сюда. Вот. Вот здесь вот есть купюры номинала АА и АБ. Там 2 серии было выпущено. У меня они тоже есть. Вот такие. Но к чему я это все рассказываю? Я это как раз рассказываю к тому, чтобы вы смогли оценить, вот, как бы оценить
то, как за счет своей коллекции я вдруг неожиданно из простого человека превратился в того, кто сохранил свои деньги. Точнее, для меня это были тогда не деньги, а просто увлечение. Оно и до сих пор есть. И с этим увлечением я вдруг неожиданно вот как бы разбогател. Потому что говорю, что в основном я монеты меняю. Вот, скажем, вот эта вот монетка стоит 3500 рублей. Вот это вот 1500 рублей на сегодняшний день. Вот тех, которые не хватает, это, ну, просто они тоже достаточно редкие. Я еще их пока не нашел, но дело в том, что вот эту коллекцию я уже собираю третий раз. Мне за нее всегда, когда видит человек эту коллекцию, он готов ее купить и покупает ее у меня за столько, ну, предлагает настолько хорошие деньги, что я готов это отдать. Вот. Так вот, опять же, возвращаясь к накоплениям, я скажу так, что ну, я собираю я где-то с 2010, наверное, года или 2011. Все началось с того, что у меня был магазин, и в магазин женщина принесла и высыпала мешок 10 рублей в Воронежской области, я как сейчас помню, на размен. Я сначала их кинул в кассу, но потом обратил внимание, что они у меня не такие же, как все, и стал смотреть в интернете, сколько они могут стоить. И оказалось, что они, ну, достаточно... Ну, короче, они не стоят свой номинал, они стоят дороже своего номинала. И вот с этого все и началось. Я стал искать, а сколько их всего, и как их можно сохранить. Вот оказалось, что их можно не только сохранить, но и приумножить. И приумножив эти все монеты, у меня получилась достаточно серьезная коллекция, которая, ну, на сегодняшний день стоит достаточно больших, ну, определенных денег. Небольшие, там, не маленькие, я не могу это сказать, насколько они большие или маленькие, но как бы определенно. Каждая коллекция стоит по 100 тысяч. То, что у меня висит на стене, то, что у меня находится в альбомах, это вот, ну, каждая законченная коллекция, она на сегодняшний день стремится к 100 тысячам. Вот 2 евро у меня уже 2 альбома их. Вот я вот пока кручу, вам показываю, что 2 альбома, они, как бы я их месяц назад начал заново собирать, потому что, говорю, мне за предыдущую точно такую же коллекцию заполненную дали столько денег, что я продал. Вот. Теперь я купил заново альбомы и вот заново наполняю их. Поэтому я считаю, что это очень интересно, как бы интересное и полезное увлечение, что вы можете не только, так сказать, иметь что-то необычное у себя дома, но и это необычное, оно постоянно растет в цене. Вот, посмотрите, вот такие вещи, это вообще, это просто уникальная вещь. 100 рублей, СССР. У меня таких 6 монет. Я вам скажу так, что, в общем-то, сейчас тоже можно купить золотую монету в банке, и вы, ну, как бы, получите себе очень, в определенные случаи, очень серьезные проблемы. Потому что вот если при СССР вы покупали бы золотую монету, то она бы и осталась золотой монетой. Но вот сейчас при, так сказать, нынешнем правительстве происходят очень странные вещи. Ты приходишь, покупаешь золотую монету,
в банке. То есть, ну, казалось бы, полные и абсолютные гарантии того, что у тебя, ну, куплена золотая монета в банке нынешнего непонятного правительства, но через год она может у тебя заржаветь. Вот это, честно говоря, это, конечно, песня, но в интернете, если вы поищете, вы увидите, что такие случаи, ну, они как бы были, есть, присутствуют, где человек покупает, и вместо того, чтобы, как вот я вам говорю, у меня серебряная монета выросла в цене в 3 раза, то вы приносите на следующий год монету, которая не только не выросла в 3 раза, а вам за нее не дают и того, что она стоила, когда вы ее покупали, потому что она ржавая. Как может вы меня спросите, наверное, как может заржаветь золото? Очень просто. Это объясняет Сбербанк Грефа. Он объясняет тем, что у них там работают, видимо, гастарбайтеры, и они иногда забывают чистить ту вещь, которой, ну, где эта монета рождается. То есть вот непосредственно в прессе, на заводе, вдруг забыли почистить, и все, там осталась какая-то окалина, какая-то, которая впрессовывается в монету, и после этого начинает ржаветь монета, и, естественно, Греф вам уже за нее денег не даст, а примет ее как лом. Вот такое у нас бывает в нынешнем мире, в котором мы дожились. Ну, а я хочу вам сказать, что вот если вам достанется, вот такая монета стоит на сегодняшний день 80 тысяч. И то, ну, вам ее еще надо будет поискать. Я знаю, вот на сегодняшний день я знаю 3 места, где предлагают набор этих монет. Их всего 6 по каталогу. Вот они у меня. Их предлагают за 600 тысяч. Вот. Вот такие вот пироги с коллекционным материалом. Ну, на этом новый я с вами прощается, потому что говорю, что у меня есть разные увлечения, и я готов делиться ими с вами, увлечениями. А вы поделитесь со мной, интересно ли вам, и есть ли у вас какое-то хобби, которое вот тоже может иногда на ровной почве обескуражить людей, или сделать что-нибудь приятное, или наоборот, как-то пригодится в жизни. Вот у меня, говорю, пригодилось. Я не только свои деньги не потратил, я еще и заработал. Вот. До новых встреч. Делитесь своим хобби.